Всем привет! Как дела? У меня все отлично. Иногда я думаю, в какое интересное время мы живем. Когда я была маленькая, в моем доме был вот такой телефон. Когда я училась в школе, мои родители купили мне мобильный кнопочный телефон Nokia с крышкой. А сейчас мы живем во времена смартфонов. Сегодня я начинаю новую рубрику на моем канале. Я буду брать одно слово и давать вам полезные фразы с ним. Эти фразы русские используют практически каждый день. И слово сегодняшнего видео, я думаю, вы уже поняли, это телефон. Но сначала я хочу вам сказать, если вам нравится мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить о России и русском языке. Если вам трудно понимать, что я говорю в видео, включайте английские субтитры. Ну что, поехали! Давайте сначала поговорим о том, что мы можем делать с телефоном. Я говорю по телефону. Подожди меня 5 минут. Он сказал мне по телефону, что завтра не придет на работу. Говорить, сказать по телефону. Я звоню по телефону. Позвони мне вечером. Звонить, позвонить по телефону. Перезвони мне, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить. Перезванивать, перезвонить. Пере значит еще раз. Перезвони мне, позвони мне еще раз. Он не отвечает. Я звонил ему много раз. Он не берет трубку. Я звонил ему много раз. Отвечать, ответить на звонок. Брать, взять трубку. Я звонил ему только что, но он бросил трубку. Бросать, бросить трубку. Брать, взять трубку, бросать, бросить трубку. Это очень интересные выражения. Трубка – это часть старого телефона. Конечно, у современных смартфонов этой части уже нет, но выражение в русском языке до сих пор осталось. Ты сидишь в телефоне целый день. Хватит сидеть в телефоне. Я люблю сидеть в телефоне. Сидеть в телефоне – это значит очень долгое время смотреть YouTube, Instagram, Facebook и другие сайты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы любите сидеть в телефоне? Давайте проверим, как вы запомнили эти фразы. Смотрите на картинки и соединяйте их с текстом. Я весь день сижу в телефоне. Это картинка 3. Правильно. Я говорю по телефону. Это картинка 1. Правильно. Он не берет трубку. Это картинка 4. Правильно. Теперь поговорим о номере телефона. И вот следующие полезные фразы. У тебя есть его номер? У тебя есть мой номер телефона? Дай, пожалуйста, ее номер. Дайте, пожалуйста, свой номер. Запиши мой номер. Запишите мой номер. Можно перевести деньги по номеру телефона? Я переведу тебе 100 рублей сегодня вечером. Переводить, перевести деньги по номеру телефона. Я не знаю, можно ли так делать в вашей стране, но в России мы часто переводим деньги не только по номеру карты, но и по номеру телефона. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а в вашей стране можно переводить деньги по номеру телефона?
Мне нужно пополнить баланс. Пополнять, пополнить баланс значит положить деньги на телефон, чтобы дальше им пользоваться. Набери меня. Я не могу найти мой телефон. Наберите меня, пожалуйста. Набери меня, наберите меня. Набирать, набрать кого? Это значит позвонить этому человеку, позвонить по его номеру телефона. Давайте проверим, как вы запомнили эти фразы. Что вы скажете другу, если не можете найти свой телефон и хотите, чтобы он позвонил вам? Набери меня. Правильно. Что вы скажете, если деньги на вашем телефоне закончились? Мне нужно пополнить баланс. Отлично. Что вы скажете, если хотите узнать номер другого человека? У тебя есть его номер? Отлично. А сейчас давайте поговорим о зарядке. Это зарядка. Если ваш телефон сейчас выключен, вы можете сказать: у меня сел телефон, у меня села зарядка, у меня разрядился телефон. Если ваш телефон сел, что нужно сделать? Вам нужно поставить телефон на зарядку. Поставить телефон на зарядку. Или заряжать, зарядить телефон. Например, моему телефону уже 7 лет, и он сейчас плохо работает, поэтому я часто заряжаю свой телефон. С помощью чего мы заряжаем телефон? Это зарядник. Где мой зарядник? У тебя есть зарядник для айфона? Ты не видел мой зарядник? Эти фразы мы используем очень часто в своей жизни. Смотрите на картинки и говорите нужные фразы. Где мой зарядник? Правильно. У меня сел телефон. У меня села зарядка. У меня разрядился телефон. Отлично. Я поставил телефон на зарядку. Я зарядил телефон. Супер! Итак, сегодня мы говорили о телефоне и о полезных фразах, которые русские часто используют на эту тему. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите в комментариях, какое следующее слово вы хотите разобрать вместе со мной. Пока-пока!